Всем привет, с вами Руслан Левиев. Традиционно по выходным я пришел доложить вам об основных событиях на войне. Итак, фронт в Курской области стабилен уже много дней, без значительных изменений. Как я отмечал на прошлой сводке, продвижения в Глушковский район Курской области нету. На днях там погибла семья из 3 человек, которые по неудачному стечению обстоятельств проезжали мост через реку Сейм у села Карыш как раз в тот момент, когда по нему в очередной раз ударили авиабомбы. Все больше появляется мнений различных экспертов, статей в англоязычных СМИ о том, что стоило ли проводить Курскую операцию. Не является ли резко ускорившийся темп продвижения российских войск на Покровском направлении следствием этой операции? Как вы помните, я с первого дня относился к этой операции скептически, ровно потому, что понимал, что она не замедлит наступление России в Донецкой области. Так оно и случилось. И хуже того, темп наступления резко вырос. Многие украинские чиновники, представители разных подразделений говорят в эти дни, что одно с другим никак не связано, что украинская армия отступает не из-за того, что они бросили резервы под Курск, а из-за ошибок командования. Честно говоря, эти статьи и комментарии больше похожи на попытку не дать Курской операции стать пирровой победой. Владимир Зеленский, на днях отвечая на вопрос журналистов, сказал, что темп продвижения российских сил на Донбассе не только не вырос после начала операции ВСУ в приграничных районах России, но и даже замедлился. Его слова тут же опровергли такие исследователи, как DefMon, Blackbird Group, Frontelligence Insight. Это все имена, которые знакомы каждому, кто активно следит за российско-украинской войной. DefMon, например, комментируя слова Зеленского, написал, что темп продвижения российских сил с момента начала Курской операции аж удвоился, уж точно не замедлился. При этом сама операция ВСУ застопорилась, и изменений за последние 10 дней по ней практически нету. Вчера мы натолкнулись на видео заседания Ставки во главе с Зеленским. Ставка – это обычно орган военного управления, который отвечает за стратегическое планирование и оперативное руководство вооруженными силами. Так вот, некоторые мои коллеги, посмотрев видео этого заседания, надеются, что это было снято просто для показухи, для общественности. Потому что на видео главнокомандующий ВСУ Александр Сырский бодро докладывает Владимиру Зеленскому, что за сутки украинские военные продвинулись на 2 километра в Курской области, а на Покровском направлении все попытки российских сил прорвать украинскую оборону отбиты. Успеха враг не имел. После этого ты открываешь, например, украинский проект Deep State, видишь очередную порцию продвижения российских войск, сравниваешь это с тем, что только что услышал из уст Сырского, докладывающего Зеленскому, и в голову приходит только одно слово – очковтирательство. Мы изучаем российскую армию уже больше 10 лет. И мы про очковтирательство можем рассказать вам многое. Да и чуем мы его за версту. Про Покровское направление мы с вами еще поговорим. Но что касается Курской операции, то сама по себе ее идея в вакууме хорошая. Я сейчас говорю исключительно с точки зрения военной стратегии, рассуждая как военный, которому поставили бы задачу провести такую операцию. Проблема этой операции в ее несвоевременности. Позабыв на секунду вопросы добра и зла, рассуждая как хладнокровный, циничный военный, которому важно выполнить задачу, я бы проводил эту операцию следующим образом. Так как у вас с мая идет ускорившийся набор военных в армию, а у России набор в лучшем случае только пополняет потери, то я бы отложил операцию, например, на середину сентября, то есть за 2-3 недели до предполагаемой распутицы, с расчетом, чтобы к ее началу перейти к оборонительным боям. Понимая, что у меня впереди такая операция, я бы еще с мая начал готовить пехотные, стрелковые батальоны. Для оборонительных боев толком техники не требуется. Нужно обычное пехотное вооружение, противотанковые средства, минимальное количество артиллерии и дроны. Все. Этого будет достаточно, чтобы оборонять захваченные позиции. Да, вам нужна еще техника для эвакуации раненых, логистики, но те же танки вам для этого не нужны. Пехоту нужно учить 2-3 месяца. То есть, если вы в мае начинаете, то в августе она у вас появляется. Вот с начала августа начинаете ротацию сил на Покровском и Торецком направлениях, давая солдатам отдохнуть. Берете воюющую на фронте бригаду и вводите в нее один пехотный батальон, а один мотопехотный батальон, наоборот, выводите. Напомню, что приставка «мото» в наименовании подразделений означает «моторизованный», то есть оснащенный бронетехникой. Этот мотопехотный батальон, который вы вывели, пополняете,
проводите слаживание, то есть интеграцию и адаптацию новых солдат в уже существующее подразделение. Поскольку вы вывели этот мотопехотный батальон с фронта в августе, а операция у вас в середине сентября, то у вас есть еще месяц в запасе на эти процессы. Мне для Курской операции потребовалось бы где-то, допустим, 5000 солдат. Это 10 мотопехотных батальонов, которые в начале августа с разных участков фронта я бы вывел на пополнение и слаживание, а вместо них ввел бы 10 пехотных батальонов из числа набранных и обученных новобранцев. К середине сентября у меня образуется 10 мотопехотных батальонов, которые успели отдохнуть и пройти слаживание. Этими 10 батальонами я планирую локальную наступательную операцию. Сразу понимаю, что никакую Курскую атомную электростанцию захватывать мы не идем. Рассчитываю свою логистику, количество необходимых грузовиков на плечо снабжения в 20 километров. Такая глубина операции удобна еще и тем, что позволяет артиллерии достреливать до ее границ, еще с территории Сумской области, или с минимальным заходом в Курск. В середине сентября начинаем операцию. В первую очередь захватываем Суджу. Только после этого поворачиваем на запад к реке Сейм и где-то в районе Коренева стыкуемся с рекой. Выходим на рубежи операции, которая должна проходить по точкам река Сейм, Коренева, Суджа. Далее заводим на захваченную территорию те пехотные батальоны, которые готовили для оборонительных боев, а мотопехотные батальоны продолжают двигаться на запад по Глушковскому району. Точно так же взрываем мосты через реку Сейм. На восток, в сторону Белгородской области, не идем, не углубляемся, чтобы не вступать во встречные бои и не нести потери. Делаем это все за неделю-две. А потом как раз начинается октябрь, распутится, а пехотные батальоны уже находятся на захваченной территории, окапываются и готовы к оборонительным боям. Далее делаем как по учебнику. 2 километра фронта на батальон. Мотопехотный батальон, которые участвовали в начале операции, выводим обратно в тылы и пополняем, ротируем. Все. Точно так же поднимаем моральный дух солдат, показываем, что никаких красных линий нет и так далее. Вот так я бы планировал эту операцию, которая бы минимально влияла на другие участки фронта, не создавала бы рисков резкого ускорения наступления второй стороны где-то под Покровском. Поэтому я с первого дня операции говорил, что скептически отношусь к ней. Украинское командование и тех, кто находится в Донецкой области, не вывели на ротацию. И дефицитные резервы бросили в новую операцию. Она не своевременная и рискует превратиться в пировую победу. Особенно учитывая то, какие доклады украинского командования мы слышим. Как-то это не создает ощущения, что они собираются принимать меры по стабилизации ситуации в Донецкой области. Так что же там в Донецкой области? На Покровском направлении оборона однозначно прорвана. Город Новогродовка захвачен практически полностью. Там остались буквально пара маленьких районов в серой зоне. Но в целом весь город российские войска уже прошли и двигаются уже за ним. Причем Новогродовку захватили за 3 дня. Это сильно быстрее того темпа, который я сам ожидал. При том, что, как видите, я был в числе немногих скептиков, который говорил, что зря вы затеяли Курскую операцию сейчас, когда есть такой острый дефицит ресурсов на Покровском и Торецком направлении. Помимо того, что Новогродовка является не каким-нибудь очередным поселком, а полноценным городом с довоенным населением около 15 тысяч человек, так там еще находилась одна из основных линий оборонительных сооружений. Поэтому еще пару недель назад я ожидал, что, дойдя до Новогродовки, российские войска сильно замедлятся. Получилось наоборот. Я уверен, что Курская операция сильно повлияла на это, потому что ради нее пришлось отказаться от ротации сил на этом направлении. Поэтому сейчас поступают сообщения из множества разных украинских телеграм-каналов, которые ведут в том числе военные, что солдаты на Покровском направлении устали, деморализованы, воюют там без отдыха по месяцу и более. С таким темпом вопрос выхода российских войск на окраины города Покровска – это вопрос недель, а не месяцев, как мы полагали раньше. Сейчас российские войска находятся уже в районе Лысовки, Николаевки и Красного Яра. Быстро продвигается российская армия и на юг от Новогродовки, захватив поселки Мемрик, Калиново и Карловка. Российские подразделения заняли значительную часть поселка Михайлов и уже начали городские бои на окраинах города Селидово. Селидово еще больше Новогродовки. У него довоенное население почти 25 тысяч человек.
Из-за текущего положения дел возрождается регулярный жанр статей, которые всегда идут под заголовком: «Чем важен город такой-то?». Вы точно видели такие статьи по Бахмуту, по Авдеевке, по Очеретино. Возможно, уже видели такие статьи по Покровску, а скоро увидите такие статьи про Селидово. Ответ один и тот же. Можете подставлять любое название города. Город такой-то важен тем, что в нем есть развитая транспортная инфраструктура, железнодорожная станция, как, в принципе, и в любом более или менее крупном по меркам этой войны городе. Захват города такой-то осложнит украинским силам снабжение на этом и, возможно, соседних участках фронта, поскольку логично, что для снабжения используется та самая транспортная инфраструктура. Политические обозреватели любят тут добавлять, что этот город является ключом к Донбассу. Он открывает дорогу на какой-нибудь Славянск или Краматорск, и это может обрушить украинский фронт. Это не так. Такого города-ключа не существует. Каждый захваченный город открывает дорогу только до следующего населенного пункта, не более того. Даже захват какого-нибудь Славянска или Краматорска, что сейчас является абсолютно фантазийной историей, не приведут к крушению фронта, капитуляции Украины и победы России в этой войне. Я считаю, что для Путина победа оценивается не масштабом захваченных территорий, а лишением Украины независимости. То есть ему важнее не чтобы Славянск и Краматорск были под российским контролем, а чтобы Украина отказалась от ассоциации с Евросоюзом, НАТО, отказалась от развития военного сотрудничества с западными странами. А эти цели абсолютно недостижимы. Поэтому, отвечая на вопрос многих, нет, захват Покровска, захват Селидова не будет означать, что Украина может всю войну проиграть. В городе Торецк есть дальнейшее продвижение российских войск, но сам темп после начала Курской операции не увеличился, в отличие от Покровского направления. Еще в контексте фронтов хотелось бы отметить ситуацию с военнослужащими срочной службы. Как мы помним из прошлой сводки, часть попавших в плен срочников уже возвращены в Россию. Какая-то часть еще остается в плену. Из разных регионов России продолжают поступать сообщения об отправке новых групп срочников на границу. Но что более важно, мы теперь видим, как информацию об этом начали старательно зачищать из информационного пространства. Социальная сеть ВКонтакте удалила публикацию об отправке срочников из Иваново в Курскую область. Они являются военнослужащими 217-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии. В качестве причины удаления публикации администрация ВКонтакте указала, что запись на стене распространяется под видом достоверного сообщения, являясь при этом заведомо ложной, общественно значимой информацией, которая получила прямое опровержение от экспертов и компетентных организаций. Поэтому сводки, подобные этой, особенно важны. Мы стараемся пробить информационную стену и донести максимально взвешенную, объективную информацию до российского общества. Кстати, по теме срочников сейчас очень заметно, насколько многие западные журналисты и эксперты не понимают Россию. Потому что многие из них пишут, будто бы проблема с пленными срочниками вызывает какие-то большие проблемы для Путина. Там чуть ли не массовые протесты солдатских матерей уже начинаются. На следующий же день после предыдущей сводки случилась самая массовая воздушная атака России за все время войны. По заявлению украинской стороны, было запущено 127 ракет и 109 беспилотников одновременно. Были ли поражены какие-нибудь военные цели, мы не знаем, потому что информация о них не утекает в паблик. Но знаем, что как минимум часть ударов прошлась по объектам украинской энергетики, что и сама Минобороны России прямо заявляет. Бить по таким объектам запрещено международными конвенциями, поскольку это наносит серьезнейший вред мирному населению и не дает особого военного преимущества. Соответственно, такое квалифицируется как военное преступление. Например, есть кадры удара по машинному залу Киевской гидроэлектростанции. Масштаб разрушений по ней пока неизвестен, но руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал письмо украинской миссии МАГАТЭ, в которой сообщается, что в результате ракетной атаки отключились 3 энергоблока Ровенской атомной электростанции и 1 энергоблок Южноукраинской атомной электростанции. Энергогенерирующие объекты снова под ударом российских ракет. Это подтверждается сообщением генерального директора компании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты. По его словам, в Украине не осталось ни одной ГЭС,
которая бы не была атакована российскими силами. С 22 года было нанесено более 130 ракетных ударов, вследствие чего украинские гидроэлектростанции потеряли около 40% мощности, а теплоэлектростанции – более 80% мощности. В середине недели стало известно, что во время этой воздушной атаки был потерян самолет F-16. Его пилот Алексей Месь с позывным Moonfish погиб в результате крушения. Ходит много слухов и версий по поводу того, как именно был потерян самолет. Одно можно сказать точно. Российское ПВО ни при чем, потому что самолеты F-16 не подлетают близко к линии фронта. В качестве версии рассматривается ошибка пилота и случайный огонь по своим, то есть сбитие F-16 из украинского же зенитного ракетного комплекса. И то, и другое равновероятные версии. Я разве что добавил бы версию, что пилот мог в воздухе уничтожить летящую российскую ракету, после чего влететь в образовавшееся поле осколков, вызвав критические повреждения самолета. Мы уже видели на днях видео, на котором пилот украинского F-16 уничтожает российский шахед на опасно близком расстоянии. Конечно, в этой ситуации гораздо критичнее потеря пилота, потому что самолет можно быстро заменить, а вот пилотов готовить тяжело и долго. Мы помним, что самолеты F-16 поставляются исходя из количества готовых пилотов по формуле 2 пилота на 1 самолет. В начале и середине лета мы слышали про группу из 12 летчиков, поэтому самая первая партия поставленных самолетов была в количестве 6 штук. Но позднее появилась статья издания Economist, в которой говорилось, что количество поставленных в Украину F-16 достигло 10 штук, исходя из чего я делаю вывод, что количество подготовленных пилотов было 20. Видимо, из-за этой ситуации в конце недели Владимир Зеленский снял с должности командующего воздушными силами Николая Олещука. На его место временно назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Популярный украинский телеграм-канал «Николаевский Ванек» отмечает, что Олещук – выходец из зенитно-ракетных войск, тогда как Кривоножко – летчик. Поэтому командование в контексте применения F-16 может стать более эффективным. В конце недели обе стороны нанесли удары по близким границе городам друг друга. Днем пятницы российская авиация нанесла удар авиабомбами по 5 районам Харькова. На данный момент известно о 7 погибших, в том числе 14-летней девочке, а также о 77 пострадавших, среди которых 18 детей. В результате попадания авиабомбы в 12-этажный жилой дом возник пожар. Были разрушены несколько этажей здания. Также повреждения получили еще более десятка жилых домов. Первое, что делает наша команда CIT после новостей о таких ударах, это сбор всех фото и видеоматериалов, на которых мы видим последствия атаки. Особенно нас интересуют те, которые видны обломки авиабомб, какие-то конкретные отметины, осколки и так далее. После чего мы геолоцируем все кадры, и на данный момент из того, что мы геолоцировали, ни одно не подходит под попытку удара по какому-нибудь военному объекту. Также мы не видим признаков воздействия украинского ПВО на эти бомбы. Вечером того же дня был нанесен ответный обстрел Белгорода из установок реактивной системы залпового огня. Есть множество кадров прилета реактивных снарядов по жилым районам и оживленным дорогам с гражданскими автомобилями. В результате этого обстрела в Белгороде и Белгородском районе погибло 5 человек. Еще 37 человек, в том числе 6 детей, были ранены. У установки реактивной системы залпового огня является площадным оружием, предназначенным для поражения больших площадей, а не отдельных точечных целей. Основной задачей такого оружия является нанесение максимального урона на обширной территории. Именно по этой причине международные конвенции прямо запрещают применение площадного оружия по жилым массивам, даже если там находится военный объект. Комментаторы обеих сторон валят все на ПВО противника. Якобы бомбы упали на жилые дома в Харькове из-за воздействия украинского ПВО, а кадры ударов по районам Белгорода – это якобы падающие ракеты установок российского ПВО, например, «Панциря». И то полная чушь. И удар по Харькову авиабомбами, и обстрел Белгорода из реактивной системы залпового огня является военным преступлением, вне каких-либо сомнений. И, конечно, в обоих случаях гибнет мирное гражданское население, а не военное. Это то, что мы в команде CIT называем кровавой каруселью. Когда пролитая кровь с одной стороны моментально вызывает ответное насилие второй стороны, что в свою очередь вызывает ответное насилие первой стороны. И так по кругу. Тем более, что и у общества каждый раз возникает запрос на пролитие крови на фоне таких событий. В ответ на Харьков
возникает запрос на пролитие крови в Белгороде. В ответ на пролитие крови в Белгороде по кругу возникает запрос на пролитие крови опять в Харькове или еще где-то в Украине. И военные с обеих сторон охотно следуют этим общественным настроениям. Другой вопрос, что погибать в таких обстрелах в первую очередь придется гражданским, а не военным. Похожий пример был в одной из прошлых сводок, когда я и рассказывал про видео с границы в Белгородской области, где российский военный позировал на фоне отрезанной и насаженной на пик головы. Я не сомневаюсь, что это вызовет ответное насилие. Вот такие тяжелые новости у нас на этой неделе. Встретимся с вами в следующие выходные. Пока.